Спасибо спонсору моей питерской поездки, Международному нумизматическому клубу. Всем привет, дорогие друзья и подписчики, с вами Леонид и канал Леонид WWE. Сейчас мы находимся в северной столице нашей родины, в прекрасном городе Санкт-Петербург, где одной из главных достопримечательностей является, конечно же, Зимний дворец, а если чуть подробнее, то музей Эрмитаж, находящийся в его стенах. Сегодня мы туда отправимся с целью посмотреть нумизматическую экспозицию, которая открылась 22 апреля прошедшего года. Все нумизматы страны очень долго ждали открытия нумизматической экспозиции. В декабре 2014 года нас все же порадовали, и в главном штабе, здесь же в Санкт-Петербурге, размещалась небольшая часть коллекции отдела нумизматики Эрмитажа, но это было все временно. Уже на протяжении полугода здесь открыта постоянная нумизматическая экспозиция. К сожалению, я живу в Москве, возможно, и к счастью, не знаю. Сюда я попал только сейчас. Что ж, давайте отправимся в этот прекрасный музей, найдем нумизматический зал и посмотрим на него поближе. На самом деле, найти нумизматический зал оказалось не так уж и легко. Для начала вам нужно попасть в зал Ротонда, который находится на втором этаже, а уже из него вам нужно выйти к церковной лестнице. Уже она вас и доведет на третий этаж к нумизматической экспозиции. Вау, вот он нумизматический зал, друзья. Наконец-то мы его нашли, реально, вот только на него я был направлен, и искали мы его не менее получаса, наверное. Ух, очень-очень длинный ряд туда идет, то есть тут много с чем ознакомливаться, вот такие вот витрины, они сами внушают доверие. Помимо монет много различных других экспонатов. Ну, как я понимаю, здесь все начинается по времени, то есть от античных времен, и дальше как бы года будут увеличиваться, настолько я понимаю. Ну, давайте я сейчас осмотрю всю экспозицию, а дальше мы с вами и свяжемся. Фух, друзья, я знакомлюсь с этой коллекцией уже, наверное, на протяжении как минимум часа. И, конечно, хочу вам сказать, когда ты во всем этом разбираешься, хотя, с другой стороны, разбираюсь я, наверное, только в 1/5 коллекции, которая представлена здесь, а все потому, что только 1/5 представленных здесь монет – это монеты России. Вот, например, как раз вот здесь лежат монетки России, среди них мы видим и платиновые монеты Николая I, и пробные таврические, молдавские монеты. Ну, а остальную часть экспозиции все же занимают монеты иностранных государств. Например, здесь лежат монеты Северного и Южного Причерноморья. Честно говоря, я в них не особо разбираюсь, хотя посмотреть на экземпляры, которым по несколько сотен лет, если не тысяч, очень и очень интересно. Помимо монет, к слову, здесь также есть и медальный зал. Здесь довольно тихо. Ну и, как вы уже поняли, вместо монет здесь находятся просто различные медали, посвященные разным событиям. Я в медалях не особо разбираюсь, но они часто ставятся наравне с монетами. Также проходят с аукционов за огромные стоимости, но это все-таки немножко не относится к нумизматике, поэтому я вам просто сказал, что они здесь есть. Если вы увлечены медальерным искусством, вам это будет безумно интересно, но мы возвращаемся к нумизматике. Константиновский рубль является одной из самых редких монет России. Я не могу сказать, что он самый дорогой, потому что все же он ни разу не проходил ни на одних торгах, и мы не знаем его итоговой стоимости. Однако само по себе его существование делает его крайне редкой монетой, потому что на нем изображен портрет императора, который никогда не находился на престоле. Несмотря на это, официально Константин все же являлся императором России на протяжении 20 дней. Именно за эти несколько десятков дней тогдашний министр финансов Конкрин распорядился об изготовлении новой монеты с портретом Константина. Правительству тогда уже было понятно, что Константин не взойдет на престол, однако, возможно, Конкрин хотел все же перестраховаться, и поэтому были отчеканены 5 экземпляров с портретом Константина. Далее все они до 1878 года были засекречены до тех пор, пока дело не попало в руки Александра II, и он их рассекретил, и все 5 экземпляров раздал. На данный момент один из константинов
константиновских рублей как раз хранится в Эрмитаже, однако, к великому огорчению всех нумизматов, он все же не представлен на этой экспозиции. Но мы не зря заговорили о нем. Все дело в том, что на экспозиции представлен штемпель этого рубля. Для многих эта вещь покажется даже более редкой, чем сам рубль. Правда, штемпель этот все-таки немного не закончен, а касательно гербового штемпеля, то он вообще буквально только начатый, на нем нет даже никаких надписей, кроме орла. Каждый из этих стальных болванок имеет вес в 3 килограмма. Естественно, на них изображение инвертировано, соответственно, когда оно отбивает по монете, монета получается самая-самая обычная. Еще одна российская монета, так сильно привлекшая мое внимание, это плата рубль 1725 года. На самом деле, до тех пор, пока этот экземпляр не выставили здесь, в Эрмитаже, единственное его изображение было в каталоге Биткина. Ну, а если вы знакомы с каталогом Биткина, то представляете качество тех фотографий. То касательно этого экземпляра, то ему предшествовало несколько очень и очень интересных событий. Начались они еще при Петре I, когда заканчивались запасы серебра, а при этом на Урале повышались добычи красной меди. Именно тогда Петр I отправил одного из своих чиновников, знакомого с монетным делом, в Швецию, где на тот момент уже ввелся опыт чеканки квадратных медных плат. Мы не зря переходим к другому месту, а все потому, что здесь также находится именно этот самый талер. Вы видите, он практически не отличается от того рубля, у них даже размеры идентичны, только эта монета номиналом в 1 талер, и ее дата 1657, а это 1 рубль 1725 года. К сожалению, при Петре I реализовать эту идею не удалось, очеканились монеты при царствовании его жены Екатерины I. Тем не менее, вы сами понимаете их размеры, несмотря на то, что этот экземпляр имел очень-очень крупный номинал, 1 рубль, более мелкие номиналы, вот здесь вы можете видеть полпаутины, гривну, 5 копеек и 1 копейку, также имели довольно громоздкие размеры. Согласитесь, носить даже вот такую шайбу с собой было очень и очень трудно. Именно поэтому массовый выпуск так и не состоялся. Когда мы говорили о константиновском рубле, я уже говорил, что это не самая дорогая монета только потому, что она никогда не проходила на аукционах. Говоря о самой дорогой монете, это иоанновский вензельный рубль 1740 года. В чем же его заключается редкость? Ну, во-первых, это тираж, он очень крохотный. В связи с тем, что в 1940 году на престол зашел Иоанн Антонович Младенец, перед резчиками Санкт-Петербургского монетного двора стала сложнейшая задача – воссоздать портрет младенца. Это была очень трудная задача, поэтому приняли решение изобразить на монете вензель. Именно это мы и видим на этом пробном рубле. Опыт вензелей на монете уже использовался при монетах Петра и Екатерины. Однако почему же эта монета так и осталась пробной? Было несколько причин. Во-первых, все-таки жители Российской империи уже привыкли, что на монетах России были императоры. Ну, посмотрите, начиная с Петра I. Во-вторых, на монете, так как Иоанн Антонович был Иоанном III, находилась цифра 3. Она могла запутать народ из-за значения номинала. Все-таки 1 рубль, но стоит цифра 3. Однако был еще один небольшой и интересный подводный камень введения вензеля на монете. Один из недавних таких опытов датировался 1726 годом. Когда Петр I умирает, на престол встает Екатерина I, ставится вопрос о изменении дизайна медных монет. Тогда и создалась такая легендарная монета, как Меньшиков гривенник. Именно на нем и был очень-очень интересный вензель, который вроде бы должен был олицетворять Екатерину I, однако у Петра I был приближенный князь Меньшиков. Именно он по факту и получил бразды правления, когда Петр I умирает, на престоле находилась Екатерина I, но по факту правил именно Меньшиков. Именно он и захотел на новой монете все-таки изобразить свою монограмму. К этому выводу пришел Узденников благодаря огромным трудам. Если обратить внимание на этот гривенник, действительно проглядывает монограмма буква М.
Здесь мы видим еще одну редчайшую монету Российской империи. Это рубль Анны Иоанновны 1730 года с цепью ордена Андрея Первозванного. Я думаю, многие из вас знают про эту монету, потому что она является одной из самых дорогих монет России. Ее ориентировочная стоимость, ориентируясь на последние проходы, в районе нескольких десятков миллионов рублей. Но появилась она просто как пробная монета Анны Иоанновны, когда та взошла на престол, выбирался новый дизайн, и это был как один из экземпляров, хотя все же остановились на привычном нам орле без цепи. Многие из вас знают, что при Петре III изменилась монетная стопа медных монет. Именно тогда и появились те самые барабанные 4 копейки, 10 копеек. Очень многие связывают наличие вот этой военной арматуры именно с тем, что Петр III был большим фанатом армии. Однако существует вот такая интересная монета, как 2 копейки 1760 года. И на ней также изображена эта военная арматура. Само собой, 1760 год, на престоле Елизаветы Петровны ни о каком еще Петре III речи не идет, и тут появляется военная арматура, которую многие приписывают именно к Петру III. Все дело в том, что военное изображение появилось только по причине Семилетней войны, которая именно и проходила в это время. Было решено поместить на монеты именно военную арматуру, которая как бы связана была с Семилетней войной. Однако, как мы знаем, барабанные монетки были только в 1962 году. Кстати, здесь на экспозиции представлена даже деньга 1762 года, крайне редкая монета, ни одного парохода не зафиксировано было. Ну, а впоследствии монетную стопу обратно меняют, и на аверс монет возвращается орел. Но не зря советские монеты — это все же мое увлечение. Так вот, когда смотришь на описание этих монет, а именно на описание полтинника 24 года, то здесь он значится просто как полтинник 24 года, серебро, вес. Однако, если вы все же разбираетесь в советских монетах, то вы поймете, что этот полтинник непростой. Это пробный английский полтинник с другим вариантом чекана аверса. У него на гурте стоят буквы вязью Томас Росс, но вязью это было FR. Соответственно, это еще одна очень-очень редкая монета. Стоимость ее превышает несколько миллионов рублей. Она вот так вот неприметно разместилась в этой коллекции. Ее никак не обозначили, но истинный знаток советских монет ее однозначно определит. Мы, конечно, могли бы этот выпуск продлить на еще очень-очень долгий срок, потому что пока что мы с вами рассмотрели, пожалуй, только 1/5 коллекции. Посмотрите, сколько здесь еще столов. Однако проблема в том, что монеты в них это в основном античные или других государств. Вот, например, тут у нас талеровые монеты, появление их, монеты Европы конца 17 века. Монеты, конечно, очень-очень красивые и интересные. Тут мы видим монеты Дании, Швеции, Шотландии. Все они, конечно же, несут огромную историю. Наверняка здесь есть множество очень-очень редких экземпляров. Однако все дело в том, что я не очень хочу констатировать факты, хочется делиться с вами какой-то эксклюзивной информацией, а я, к сожалению, ею касательно вот таких вот прекрасных монет не владею. Хотя стоит отметить, что, например, вот тут вот имеются фарфоровые монеты, о которых я вам недавно рассказывал. Это нотгельды, вынужденные деньги и, конечно, материал фарфор крайне-крайне интересный. Друзья, еще раз повторюсь, нумизматическая экспозиция Эрмитажа, конечно, крайне интересная. Когда ты попадаешь в Эрмитаж и видишь именно музейное собрание, ты понимаешь, насколько оно отличается даже от самой крутой частной коллекции, потому что тут можно увидеть такие экземпляры, которые существуют в нескольких экземплярах и хранятся только в институтах или музейных коллекциях. Не было зарегистрировано ни единого прохода. Именно в этом, наверное, и состоит ценность таких музейных коллекций. Ну, посмотрите, какая интересная экспозиция. Тут рассказываются про какие-то древние греческие монеты. И просто посмотрите, какими вот кучками они здесь лежат. Конечно, когда эта экспозиция музея, ты такой себе можешь позволить. И если вы, конечно, интересуетесь не только монетами России, вам здесь будет еще интересней.
Что ж, друзья, на дворе уже ночь. Нас без преувеличения выгнали из Эрмитажа. Хоть сегодня и долгий день его работы, но все равно за 45 минут до закрытия всех выгоняют. Особенно из дальних уголков. Как нумизмат, увлекающийся монетами России, в особенности СССР, я хочу вам сказать, что после посещения этой экспозиции у меня, конечно, многое перевернулось. Ну, возможно, перевернулось довольно громкое слово, но действительно, посмотреть на такие экземпляры, которые ты даже никогда не думал увидеть вживую, было чем-то реально невообразимым. Увидеть плату рубль, которая ни разу не проходила на аукционах, или увидеть Анну Сцепию, которая последний раз там проходила лет 10 назад за сотни миллионов рублей, было каким-то шоком. То есть, когда ты смотришь на витрину и понимаешь, какие реликвии здесь лежат, ведь это не просто монета, которая где-то в тряпочке у бабушки пролежала 200 лет. Это экземпляры с единичным тиражом, которые заслуженно лежали в запасниках Эрмитажа, в нумизматическом отделе, который, к слову, находится по соседству с теми залами. Друзья, если вы живете в Санкт-Петербурге, или если вы здесь окажетесь, сходить в Эрмитаж, посмотреть на его коллекцию, это такая аксиома для всех образованных людей, но если вы увлекаетесь нумизматикой, то вы просто не имеете права пропустить нумизматический зал. Да, он находится далеко, да, вы его будете долго искать, но те впечатления, которые вы от него получите, будут незабываемы. Хотел бы также поделиться с вами интересной информацией. Я разговорился с сотрудниками, которые присутствовали в том нумизматическом зале, и получил от них интересную информацию, что Эрмитаж выкупил здание биржи, которое находится здесь, в Санкт-Петербурге, и в ближайшее время планируется перенести нумизматическую коллекцию здешнюю Эрмитажа именно в то здание. Причем добавятся туда еще и новые экземпляры. Например, сегодня мы с вами много говорили про Константиновский рубль. Если все удастся и нумизматическая коллекция переедет в здание биржи, он будет там лежать на витрине. Хотелось бы выразить огромную благодарность спонсору этого видео и вообще всей поездки в Санкт-Петербург, Международному нумизматическому клубу. Благодаря их поддержке мы можем популяризировать нумизматику на территории нашей страны. Изучая монеты, мы, конечно же, изучаем историю. Что ж, друзья, с вами был я, Глуховский Леонид, за камерой работал Артюшин Михаил. Всем спасибо за просмотр, оценивайте это видео, подписывайтесь на канал. Все, всем удачи и всем пока.